Друзья, приветствую вас на канале, посвященном погоде рынка недвижимости Украины. Сегодня мы с вами будем подводить итоги прошедшего уже 2025 года и будем говорить о рынке жилой недвижимости города Днепр, бывший Днепропетровск. Поговорим традиционно с цифрами о том, что произошло за один месяц, то есть колебательные процессы будем рассматривать, сравнивать ноябрь 2025 года с декабрем 2025 года. И, конечно же, в конце видео поговорим о тенденциях или трендах, можно и так называть, длиною 1 год. То есть будем сравнивать декабрь 2024 года с декабрем 2025 года. То есть у вас будет такая ретроспектива длиною в 1 год о том, что произошло с рынком жилой недвижимости города Днепр. Ну и, конечно же, подведя итоги, сделаем уже краткосрочный прогноз до конца первого квартала 2026 года о том, что будет, по моему, так сказать, предположению, происходить с рынком недвижимости в городе Днепр. Друзья, смотрим подготовленный мною материал через призму времени и цифр. Постараемся вместе с вами разобраться с теми процессами, которые я наблюдал на рынке жилой недвижимости города Днепр. Перед вами карта, да, благодаря статистическим данным, которые мне любезно предоставляет компания Olymp Consulting. Перед вами карта Донецко-Приднепровского региона, куда до войны входило 4 крупных областных города-центра, сейчас входит 2. Сегодня мы говорим о городе Днепр. Вот здесь вы видите, указочкой показываю, это легенда карты. Ну, давайте пройдемся сначала. Это такие обобщенные данные, которые характеризуют состояние рынка недвижимости на конец 2025 года, на конец декабря. Итак, население довоенное, друзья, 966 тысяч, ну почти город-миллионник был. Сколько сейчас живет, никто не знает, но напишите, кто с Днепра мне смотрит. Я все-таки думаю, что людей там живет меньше, порядка, наверное, 700, ну, может быть, 800 тысяч. То есть 1200, наверное, точно уехало, а может быть даже и больше, друзья. Напишите, кто живет, вы в любом случае визуально видите, больше людей стало, чем в довоенный период, или меньше. Это видно и на улицах, и в транспорте, в общем-то, в общественном. Мне просто интересно знать, почему последние несколько месяцев растет стоимость квадратного метра в городе Днепр, с чем это может быть связано. Итак, друзья, переходим к стоимостным показателям и количественным показателям. Количество предложений на рынке недвижимости города Днепр. Это первичный и вторичный рынок в декабре месяце достигло 41 220 квартир, что на 0,5, на полпроцента больше, чем это было в ноябре месяце. Социальное жилье, друзья, буду говорить только в процентном соотношении, подорожало за месяц. Вот почему я хочу узнать. Неужели стало людей больше жить в Днепре? Что такой спрос на недвижимость? То есть выросла, подумайте только, за один месяц почти на 1%. Это город Днепр, прифронтовой практически город, где ну, реально блэкаут, несколько дней нет света, как, собственно говоря, в городе Киеве, да, и мы видим ну, какое-то помешательство у людей, которые хотят продать свои квартиры по неадекватно, так мини-рыночно высоким ценам. Ну, это понятно, продавец всегда хочет продать за самую, так сказать, дорогую цену свой объект недвижимости. Итак, зафиксировали на 0,91% подорожала недвижимость всего лишь за один месяц. Это декабрь месяц. Дальше социальное жилье, аренда. Одно, двух, трехкомнатные квартиры. Здесь мы сравниваем не месяц к месяцу, а квартал к кварталу. То есть четвертый квартал это у нас декабрь, с третьим кварталом это у нас сентябрь. Видим, что рост на 1,37%. Рост аренды. Но аренду еще могу как бы объяснить. Потому что аренда сдается все в национальной денежной единице, в гривны, да, и, естественно, гривна, мы уже знаем, что достигла своего, так сказать, апогея, да, 43, по-моему, гривны там с копеечками за $1. Никогда еще за историю Украины такого не было, курса по отношению к доллару. Ну и понятно, что к евро там тоже уже 50, по-моему, с чем-то. В общем, блин, все летит в тартарары.
То есть я здесь могу предположить, раз обесценивается гривна, то понятно, что в гривне должны дорожать услуги и товары. А вот почему дорожает на вторичном рынке, где все продается за доллары, я не знаю, друзья. Напишите, кто, у кого есть какие соображения на эту тему. Дальше. Эконом-комфорт бизнес-класс. Это также, друзья, вторичный рынок. Подорожала на 0,63% недвижимость за один месяц. Переходим к первичному рынку. Квартиры эконом-класс подорожали на 1%, но округлили в большую сторону. Но первичный рынок, друзья, давайте еще очень кратко. Здесь я могу поверить в ситуацию, что на первичном рынке растет стоимость квадратного метра, потому что первичный рынок – это также рынок, который все продается в гривне. То есть инвестор инвестирует в будущее свое жилье на основании там, контрактов, каких-то договоров, возможно, покупки ценных бумаг, и все это, естественно, в гривне. Нет, он может, конечно, пойти поменять доллары по курсу и отдать это все компании-застройщику. Но прописано все в гривнах. Поэтому, друзья, с учетом того, что гривна обесценилась, как я уже вам сказал, за один месяц мы увидели 43 там, с копеечками, а в прошлом месяце было 42, там 30, 323, ну там 42,323. То, ну, как бы несложно посчитать, что девальвация за один месяц, в общем-то, достаточно значительна. Естественно, это вызывает инфляционные процессы, то есть дорожают товары и услуги, а недвижимость, напомню вам, является таким же товаром. То есть все в гривне дорожает. Поэтому первичный рынок, да, вполне как бы здесь адекватно можно себе предположить, что ведет себя адекватно. С учетом того, что это еще квартиры эконом-класс, они ну, реально очень недорогие. По сравнению с первичным рынком комфорт бизнес-класс. Здесь квартира стоит гораздо дороже, почти в 2 раза. Но здесь мы видим, что снижение стоимости на 0,17% за один месяц. Перейдя к первичному рынку квартиры элитного класса, здесь снижение на 0,15%. То есть мы видим, что всего лишь на первичном рынке 2 класса показали снижение стоимости, а вторичный рынок, социальное жилье, эконом-комфорт класс показали нам какое-то безумие. При фронтовом практически городе, без света, рост чуть ли не по проценту в месяц. Ну, дальше будем размышлять, с чем это возможно связано. Переходим к следующему слайду. Будем более декомпозированно разбираться с процессами, которые происходили на вторичном рынке социальное жилье. Перед вами карта. Да, друзья, по поводу социального жилья, давайте пару минут уделю внимание. Я смотрю, просто Google Аналитик дает мне информацию, меня смотрит много людей новых, именно новых. Поэтому социальное жилье – это жилье, которое было построено в период Советского Союза. Многие там мне пишут, что социальное жилье – это жилье, которое там где-то в Европе дают там нищим, там еще кому-то дают. Ну, я ж не про Европу сейчас с вами говорю. И дефиниция социальное жилье возникла тогда, когда действительно это жилье при Советском Союзе давали бесплатно. Я вот за свою жизнь уже, я взрослый тогда был, самостоятельно работал, получил 2 квартиры от государства. Это Советский Союз был. И когда я уезжал с первой квартиры, я, значит, просто оставил эту квартиру. Тогда прав собственности не было ну, на недвижимость в данном случае. Поэтому это и называется социальное жилье. И опять же, для тех молодых и, так сказать, резких людей, которые мне там пишут, что ты показываешь нам, что происходит в хрущебах, в свинарниках, в которых живут тоже нищие, бедные люди. Могу вас огорчить, друзья, с напыщенными, так сказать, губами, которые пишут такие гадости. 85% населения в Украине и жилой фонд, именно 85% составляет жилье, которое досталось Украине как государству после развала Советского Союза, с чем вас могу и поздравить. А если вы там, так сказать, живете в каких-то хороших 25-этажных бетонно-стеклянных домов, то тоже могу вас поздравить с тем, что наконец-то до вас дойдет, что
жить в бетонном мешке без света, без воды, но с видом куда-то, да, и видеть, как летят беспилотники, это, наверное, удовольствие еще то. Оно стоило тех денег, которые вы потратили. Ну, это я так отвлекся, потому что действительно, видать, молодежь пишет, они не соображают, у них же клиповое сознание. Но это так. Итак, давайте о социальном жилье. Очень развернуто вам рассказал, что это за категория жилья или класс. Бросается в глаза больше всего, что подорожала недвижимость в индустриальном районе данного класса на 1,15%. Меньше всего подорожало в центральной части города, это у нас Соборный район, да, Соборный район на рост плюс 0,78%. Не, Самарский, друзья, наибольше всего Самарский, но это такой спальный массив. У меня там родственники, кстати, жили до войны. Здесь рост плюс 1,25%. Ну, действительно, такой район так себе. Вот раньше рабочие слободки называли были, да, то есть там предприятия и смешанные с с жилой постройкой. То есть там, да, действительно такой район очень даже. Ну, кто из Днепра живет, лучше меня знает. Переходим к следующему слайду, друзья. Здесь мы очень быстро поговорим о аренде. Красная строка внизу, что произошло за всего лишь 3 месяца, то есть будем сравнивать третий квартал с четвертым кварталом, видим, что рост, как я уже говорил, аренды на 1,37%. Аренда – это социальное жилье. Также взял самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине, и в том числе город Днепр. Следующий слайд, он возник, друзья, благодаря вам. Вы меня просили, покажи, Андрей, что произошло с недвижимостью на протяжении всех 4 лет войны. Ну, уже почти 4 года, 24 февраля, напомню вам, 2022 года началась война. Это поквартальные исследования, самый большой класс рынка недвижимости, социальное жилье, естественно. Итак, март 2022 года это $626 за квадратный метр. Первый год, друзья, снижение достигло там порядка 90%. Ну, можете посчитать, да, сейчас не помню, могу ошибаться, но цифры есть, реперные точки можете посмотреть. Второй год войны, друзья, мы увидели, что рынок недвижимости перестал, в общем-то, как оно называется, показывать динамику снижения. В некоторые кварталы даже было повышение незначительно. Второй год войны, и вспомним, с чем это связано. Это контрнаступление украинской армии. И нам рассказывали, что мы будем пить кофе, война быстро закончится на набережной Ялты. Ну, видите, наверное, рынок недвижимости, так сказать, встал на паузу, то есть продавать себе во время войны такое удовольствие, продаж в любом случае дешевле, поэтому, возможно, с этим это связано, что второй год войны, разрушение инфраструктуры, все же продолжалось еще с более усиляющейся динамикой, да, но рынок недвижимости вот таким образом реагирует на вот эти внешние факторы, которые, к сожалению, люди, которые анализируют рынок недвижимости, не всегда могут угадать или, так сказать, просчитать их, потому что теоретически их нельзя предугадать. Третий год войны был самый тяжелый для рынка жилой недвижимости. Снижение порядка 14% было, видим, да, кривая такая вниз выходит очень резко. Но из какого-то перепуга, друзья, с 6 месяца, это у нас июнь месяц, видим, да, то есть со второго квартала, первый квартал еще 2025 года мы наблюдали снижение, вот здесь некое дно такое, да, и вот со второй квартал, 6 месяц, это у нас июнь месяц 2025 года, на протяжении уже 3 кварталов мы видим, что город Днепр показывает нам положительную динамику роста, не только, друзья, по классу социальное жилье, и даже по коммерческой недвижимости в том числе, и по земле, и по участкам земли. Все вот это мы видим динамику. То есть кто раскачал настроение, так сказать, продавцов, можно только предполагать, что мы в целом по Украине видим с января месяца, как во всех крупных городах-миллионниках начался необоснованный, ну, с точки зрения экономических процессов, которые происходят в стране, рост жилой и коммерческой недвижимости. Возможно, люди, которые проживают в Днепре, так сказать,
ну, человек же, как он, стадное общество, он смотрит в Харькове, еще ближе к фронту, стоимость растет. А что у нас она падает? Ну, я как пример говорю, возможно, я ошибаюсь, напишите. Но, отвечая на ваш вопрос, подорожала ли, подешевела недвижимость, период сравнения 4 года почти, видим снижение, то есть реперные точки можете сами посмотреть, 626, это у нас март 2022 год и декабрь 2025 года $552 за квадратный метр, что показало нам ну, почти 12% снижения. Это немного, друзья, но именно так ведет себя рынок. Я удивляюсь специалистам, которые, в общем-то, публикуют тоже подобные, ну нет, не подобные, но что-то анализируют, и у них сплошные крайности. То рынок обрушился на 70%, то он вырос на 100%. Но, друзья, рынок недвижимости, он не ведет себя как фондовый рынок. И это большое заблуждение вот этих экспертов, которые рассказывают, что вот рынок недвижимости ведет себя как вот эти качели, то вверх, то вниз. Я за длительный срок исследования рынка недвижимости не только, так сказать, в городе Днепре, по всей Украине, и даже мы уже за границей занимаемся, никогда не видел, чтобы рынок недвижимости в одну секунду мог или за день, за два там, показать динамику снижения 70%. Так не бывает. Переходим к следующему слайду. Здесь мы очень быстро проговорим квартиры эконом-комфорт бизнес-класс. Это вторичный рынок, друзья. Средняя стоимость $795 подорожал на 0,63% за месяц. Переходя к первичному рынку, мы видим, что эконом-класс жилье самое недорогое. Это жилье, напомню вам, которое не сдано в эксплуатацию, и, скорее всего, оно не сдастся. Но я так предполагаю. Возможно, я опять же ошибаюсь, напишите. Но рост 1% практически за один месяц. Переходим к следующему классу. Это также первичный рынок. Комфорт бизнес-класс. Здесь, ну, вы заметили отличие, да, в 2 раза стоимости и снижение здесь минус 0,17% за месяц. Кстати, вы можете посмотреть в разрезе административных районов, как очень сильно меняется стоимость квадратного метра. И, естественно, снижается в процентном соотношении всего лишь за месяц. Ну и следующий слайд. Здесь элитный класс жилья. Видите, 3 района административных осталось. Компании-застройщики строят только в 3 административных районах. Но это центральные районы, Шевченковский, центральная часть, там, Соборный, это центральный район. Только в этих локациях строят с теми характеристиками техническими жилье, которое относится к элитному классу. Также отличается, видите, достаточно сильно стоимость квадратного метра одного и того же класса в зависимости от локации. Все, друзья, закончили, так сказать, говорить о погоде рынка недвижимости на декабрь месяц, то есть сравнили, посмотрели, сделали выводы для себя и переходим к следующему слайду. Что же произошло? Это ретроспектива опять у нас, но уже традиционно я на год даю, за год. Что произошло с недвижимостью, сравнивая декабрь 2024 год, график рисунок, класс социальное жилье. $537 и $552 это у нас декабрь 2025 год. Видим, что на 2,79% подорожала недвижимость за 2025 год. Да, друзья, не падайте со стула, не бросайте в меня помидорами. Сейчас зима, в общем-то, да, это дорогостоящие продукты. Но так или иначе цифры показывают, что мы наблюдаем с какого-то перепугу рост стоимости квадратного метра, в данном случае класс социальное жилье. Друзья, мы также на протяжении многих лет, я и компания Alim Consulting, готовим индексы для крупных украинских банков и банков, которые работают на территории Украины. Что такое индекс? Индекс, давайте покажу на примере, вот здесь индекс, единичка положительная, запятая 0,28. Индекс – это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. В данном случае класс социальное жилье показываю на данном графике. У кого есть статистика, тот может, в общем-то, готовить индексы. Видим 552 делим на 537, получаем вот этот рост в процентном соотношении почти 3% в годовом измерении.
или же положительный индекс единичка, запятая 0,28. Друзья, небольшая рекламная пауза. Мы готовим, как я уже говорил, с компанией Alim Consulting для крупных украинских банков данные индексы и фокус-группа людей, которые смотрят меня. Это как раз управление по рискам или риск-менеджмент. Это управление, естественно, в банках. Эти люди, специалисты, знают лучше, чем кто-либо, как меняется стоимость денег во времени, а я один из немногих в Украине, друзья, поверьте, знаю, как меняется стоимость недвижимости также во времени. И на примере вот этого графика рисунка показываю вам, вот здесь снижалась стоимость, теперь она растет медленно и уверенно. То есть это архиважная информация для финансовых учреждений. Поэтому люди, которые меня смотрят, управление по рискам, риск-менеджменту, найдите мой телефончик, он есть в описании YouTube-канала, это Viber телефон, созвонимся или спишемся, как удобно. Техническое задание составим, и вы будете получать, ежеквартально мы делаем для своих контрагентов индексы, будете получать по всему портфелю кредитному, в котором и мы говорим про недвижимость, под которой ваше финансовое учреждение выдало финансовые средства, будете получать, в общем-то, исследования, это научные исследования, методология, я все это обосновываю с графиками, с рисунками, в общем, с индексами, все это вы будете видеть. Я думаю, что ваши знания, или точнее синергия ваших знаний о том, как меняется стоимость денег во времени, мои знания, как меняется стоимость недвижимости во времени, помогут вам, друзья, в общем-то, в ваших бизнес-процессах. Ну и, конечно же, мне и компании Alim Consulting помогут развиваться дальше, ну, мне заниматься наукой. Переходим к следующему, друзья, слайду. Прежде чем будем говорить о прогнозах, хочу напомнить вам, что я использую в прогнозах не как некоторые эксперты, там чай, гуща кофейная, да, там кто-то с Богом разговаривает. Ну, я это так, понятно, что с сарказмом говорю все это. Я использую также научную методологию, метод многофакторного анализа. То есть я стараюсь через призму уже экономических данных или индексов, опять же, помним, что такое индекс, да, это изменение стоимости, ну, если про рынок недвижимости, во времени квадратного метра. Также индексы характеризуют, это в открытом доступе, макроэкономические показатели развития, в данном случае Днепропетровской области. Так вот, один из внешних показателей, факторы, точнее, мы о них поговорили, это заявления всевозможные, беспочвенные, да, ну, как, например, Дональд Федорович Трамп пришел в январе 2025 года и сказал, что он за один день закончит войну. Рынок недвижимости, не только рынок недвижимости, и фондовые рынки, там, все отреагировали сразу, да. На удивление, рынок недвижимости, хоть я говорю, что он не ведет себя как фондовый рынок, он тоже отреагировал. Также внешние факторы – это война, приближающийся фронт и прочее, прочее. То есть все это покрыто так, дымкой тумана. Я не могу это знать, предугадать тоже не могу. А вот внутренние факторы, которые влияют на развитие рынка, я их очень хорошо знаю и вижу. Служба статистики дает нам такую информацию. Итак, начнем с показателей, которые внутренние, да. Один из показателей – это, друзья, у нас сколько строительная отрасль в 2024 году сдала в эксплуатацию нового жилья. Видим по Украине минус 33%, в большую сторону крутил. Меньше на 33% было сдано в эксплуатацию недвижимости жилой. Давайте посмотрим, что произошло у нас в Днепропетровской области. Вот заметьте, друзья, город Днепр, бывший Днепропетровск, переименовали. Ну, то ли мозгов не хватило, то ли Днепропетровская область огромная. Представляете, это на каждом доме надо поменять эту самую табличку, это надо, что там еще, в документах исправления сделать. Но это вся страна должна работать только, наверное, чтобы переименовать Днепропетровскую область в какую-то, в Днепровскую, да, ну, по логике. Поэтому оставили, не стали, в общем-то, даже это не смогли освоить. Днепропетровская область осталась.
Итак, смотрим, что в 2024 году было сдано на 45, в большую сторону округлил, процентов жилья меньше, чем это было до военный период, это 2021 год. Давайте посмотрим, что произошло у нас в Днепропетровской области, тоже 2025 год. У нас первое полугодие. Да, друзья, спешу вас огорчить, возможно, я ошибаюсь, кто любит так сказать, статистику и отслеживает все это по сайту службы статистики, наверное, напишите мне или там подтвердите, но у меня такое впечатление, что мы в 2026 году статистики уже по количеству сданных в эксплуатацию квартир не увидим. То есть они там так наулучшали, да, что найти эту информацию практически невозможно. А возможно, они просто не публикуют это. Я еще не разобрался с этим сайтом. Это новый сайт, он в феврале месяце начал в конце работать. Но эти данные со старого сайта, который не обновляется. Там, ну, вывеска такая висит у них. Итак, Днепропетровская область, было сдано за первое полугодие 2025 года 1073 квартиры. Возвращаемся в 2024 год. Здесь находим Днепропетровскую область. Видим, сколько 1124 квартиры. То есть практически, ну, чуть меньше получается. Да? Здесь 2124 за год, а здесь, ну, или то же самое. Да? Практически та же самая цифра, но это если мы линейно экстраполируем. Я думаю, что на самом деле будет 1500-1700 сдано в эксплуатацию квартиры, то это все квартиры, которые начали свое строительство, так сказать, в довоенный год. Ну, как раз вот жилищный комплекс сдается за 3-4 года. Вот эти квартиры и сдаются. Я предполагаю, друзья. Но посмотрим. Если сайт будет работать, я вам подтвержу данную информацию, что выросла стоимость, вернее, выросло количество сдаваемого в эксплуатацию жилья в Днепропетровской области, или, как я говорю, уменьшилось. Пока мы только предполагаем, что оно осталось на прежнем уровне. Итак, следующий, но все равно это меньше, чем в довоенный, друзья, год. Вспоминаем, довоенный 2021 год. Следующий слайд. Мы поговорим о людском капитале. Помните, квартиры равно люди. То есть в квартирах живут не марсиане, а живут люди. Итак, сначала официальная статистика, что произошло с Украиной за период самостоятельного государства. 91 год, кто не знает, Украина стала самостоятельным государством, и в то далекое время в Украине проживало почти 52 миллиона людей, 51 миллион 994 тысячи. 2022 год, здесь первый квартал, то есть война началась, помните, да, в 2022 году, уже проживал 41 миллион 167 тысяч, то есть вот почти 10, друзья, миллионов, это целое государство. Вот Израиль, для примера просто вам приведу. Израиль в 1954 году, там 800 тысяч было. И вот они на сегодняшний день имеют где-то под 9 с чем-то миллионов населения. Представляете, целая страна. Вот эти товарищи, которые управляли этой страной, сколько там у нас этих президентов было, да, вот они вот ее грохнули, эту страну, в полном смысле этого слова. Ну, 10 миллионов людей испарились в хорошей стране. Но это катастрофа, такое не должно происходить. То есть или люди уезжают, или уходят, так сказать, в мир другой. Но теперь давайте посмотрим, что со времени войны произошло. Данные Организации Объединенных Наций 7 миллионов 678 тысяч – это люди, которые уехали в Европейский Союз. Из них только 4 миллиона 850 тысяч получили, ну или воспользовались статусом временной защиты. Также в Россию уехало 2 миллиона, но представители Российской Федерации говорят, что это 5 миллионов, а недавно слушал Путина, он говорит, что у нас там 10 или 12 миллионов украинцев проживает. Но кто их считал? Как в Российской Федерации, так и в Европе. А кроме Европы есть еще 186, ну, в целом в мире 186 или 188 стран. Ну, если ошибся, напишите мне. Так уехали лишь люди не только в европейские страны, да, я уже не говорю там про Америку,
в Азию. То есть достаточно много людей по всему миру, в общем-то, разбросала, в том числе война. Поэтому вот эти данные, ну так, с натяжкой возьмем, что это правда, да. Считаем, 7 миллионов 678 тысяч, это Европа, европейские страны, плюс 5 миллионов, которые в Россию уехали, получаем 12 миллионов 678 тысяч. Прибавляем 500 тысяч, это люди безвозвратно ушедшие, то есть погибшие на фронте. На самом деле здесь гораздо больше, я в этом не сомневаюсь, но, так сказать, политики уже нам говорят о этой цифре. Итого получаем 13 миллионов 178 тысяч. Это население, которое покинуло данную благословенную Богом территорию. Несложный подсчет, 41 миллион 167 тысяч, это официальная статистика, довоенная. Отнимаем 13 миллионов 178, получаем 28 миллионов. Да? Но, друзья, вот здесь я должен сказать, что я думаю, что, наверное, 25 все-таки миллионов, это более похоже на правду. Откуда взялись 3 миллиона? Ну, 3 миллиона это вот здесь, друзья. Если со стороны Российской Федерации говорят, что больше миллиона погибших, ну, наши пропагандисты, то я уверен, что со стороны Украины столько же погибших. Плюс неизвестно количество пропавших без вести, это 500. Плюс неизвестно количество, которые, в общем-то, в плену. Ну, то есть можно смело 3 миллиона, ну и плюс еще мы же говорим, что кроме Европы и Российской Федерации есть еще достаточно много стран по миру, куда уехали украинцы. То есть я думаю, что 25 миллионов населения. То есть вот сейчас подумайте только, 52 миллиона страна, еще раз показываю цифры, 91 год, 1991 год. И 2026 год 25 миллионов. Но это как надо было постараться, чтобы все это произвести, да, это эксперимент какой-то, наверное. Но, друзья, имеем то, что имеем, поэтому я предполагаю, что, в принципе, при такой демографии и депопуляции, так сказать, населения в Украине, ну, та недвижимость, скоро ее избыток будет, да, и это, к сожалению, ну, вот такой сарказм, да, по-другому я это не могу. Ну, помните, люди равняется недвижимость, то есть люди живут в квартирах. Нет людей, ну, люди не живут в квартирах, или квартиры не нужны. А с учетом того, что мы наблюдаем, буквально вот вчера целые сутки не было практически в Киеве света, то есть вот эти бетонные каменные мешки, они абсолютно непригодны для жизни. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь немного очень мне, кстати, напишите, если у вас такая возможность будет, рассказывают коллеги, друзья, там, подписчики о том, что программа ОСЭЛЯ, это такая программа есть в Украине, которая, в общем-то, разогревает рынок недвижимости. Друзья, хочу показать очередной раз людям, которые ведутся на пропаганду. Вот это не моя информация, структура, сколько было получено квартир по этой программе. Всего, значит, 16 тысяч квартир ни за месяц, ни за два, друзья, а за 4 года. Подумайте только, как может 16 тысяч квартир повлиять на население. Ну, сегодня 25 миллионов мы говорим, да, это мужчины, женщины и дети. Ну, то есть это капля в море, это просто капля в море. И напоследок покажу вам вот этот график. Это, значит, официальная статистика довоенная, сравним с 2015 годом. Да? И что здесь мы видим? Это сейчас по-европейски называется рабочая сила. А еще у нас в военкоматах говорят, что это мобилизационный ресурс. То есть это категория населения, раньше она называлась экономически активное население, то есть с 14 до 70 лет. Ну, то есть люди, которые способны зарабатывать. Почему спросите с 14 лет? Ну, вот раньше было профобразование, и люди... Я, кстати, школу профобразования проходил такую же, да? То есть люди после 8 класса шли в профобразование и уже начинали с 1 года работать. То есть им и стаж шел, и все, в общем-то, засчитывалось. Поэтому с 14, почему до 70 лет? Ну, есть люди, которые в 70 лет еще вполне неплохо себя чувствуют. Это те, которые не пили, не курили, да, ну, занимались там чем-то полезным, да. Есть такая категория людей, и я лично знаю несколько таких людей, которые, в общем-то,
в таком преклонном возрасте, в общем-то, еще занимаются бизнесом, читают лекции и так далее. И так вот, я сейчас о том, что рабочая сила в довоенный 22 год составила всего лишь 16 миллионов. Вот здесь видите, 16 миллионов 600 тысяч – это количество людей, которые способны, ну, генерировать какие-то денежные потоки, то есть попросту зарабатывать. И вот еще раз сравнивая 16 этих миллионов с теми, так сказать, 16 тысячами квартир, которые по программе ЕОСЕЛя были освоены. Но это капля в море, тут не о чем говорить. Итак, друзья, вроде как все, да? Давайте я остановлю пока слайдов и поговорим же о прогнозах. То есть я вам показал внутренние факторы, которые, ну, в состоянии, так сказать, как говорил больной, скорее мертвый, чем живой. Такие рынок недвижимости скорее мертв, чем живой. При этом, друзья, мы видим, что стоимость квадратного метра в Днепре выросла за 3 последних квартала аж на 3%. Ну, я округлил немножко, да, в большую сторону. Я все-таки предполагаю, что первый квартал мы увидим снижение каждый месяц. Помните, первый квартал – это январь, вот сейчас февраль, март. Каждый месяц мы будем видеть снижение по 1%. Вот я не могу поверить, я понимаю, что люди зомбированы, я понимаю, что ну, все равно настолько неадекватно вести себя рынок, а мы работаем с предложениями, то есть это хотелки людей, продавцов на самом деле. Настолько нелогично себя вести, ну, у меня просто еще при этом, опять же, повторюсь, вторичный рынок, мы сейчас о нем говорим, это рынок недвижимости, который продается исключительно за доллары или за евро. Поэтому, друзья, я предполагаю, что все-таки минус 3% будет за первый квартал. Итого, сравнивая 2025 год с мартом 2026 года, мы увидим, что стоимость где-то будет вот в районе, может быть, плюс 0,5% роста за данный период. Или даже может быть минус 0,5%, полпроцента снижения. То есть вот в таком периоде я предполагаю, стоимостном, естественно, мы будем видеть динамику все-таки, я думаю, что снижение в целом за год. Итак, друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью в Украине и не только, вам нужно что сделать, друзья? Правильно, подписаться на мой канал. Вы также можете лайки, дизлайки ставите видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Alim Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я надеюсь, станут для вас компасом, ну или как минимум путеводной картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.